Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим оладьи, которые чем-то похожи на хачапури. Они вкусные, румяные и легко готовятся из доступных продуктов. Также такие оладьи отлично подходят для каждодневного меню. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим начинку. Измельчаем пучок укропа. 120 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску к тертому сыру добавляем 2 зубчика чеснока через пресс. Насыпаем укроп. Сюда же добавляем 2-3 столовые ложки сметаны. Все перемешиваем. Должна получиться сырная масса, которая хорошо держит форму и не рассыпается. Из этой массы формируем маленькие лепешки. Готовим тесто. В миску насыпаем 200 грамм творога любой жирности. К творогу разбиваем 2 яйца. И насыпаем пол чайной ложки соли. Все измельчаем погружным блендером до однородности. Также творог можно измельчить в измельчителе или перетереть его через сито. В получившуюся творожную массу наливаем 150 мл теплого кефира. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем половину от всей муки и пол чайной ложки соды. Все перемешиваем. Насыпаем оставшуюся муку и перемешиваем. Мне для теста понадобилось примерно 150 грамм муки. Вы же смотрите по густоте теста, оно должно медленно стекать с ложки и не сильно растекаться. На раскаленную сковороду наливаем растительное масло так, чтобы оно покрыло дно. И кладем примерно по 1 столовой ложке теста. Оладьи формируем достаточно далеко друг от друга, так как они хорошо увеличиваются в размере. Сразу же на каждую оладью, немного вдавливая, кладем подготовленные сырные лепешки. Сверху наливаем еще немного теста. Тесто сверху кладем совсем немного, просто чтобы закрыть начинку. Жарим оладьи на огне чуть меньше среднего. Когда оладьи с одной стороны уже готовы, переворачиваем их на другую сторону. Готовые оладьи снимаем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Таким методом жарим все оладьи. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 17 оладий с начинкой. Также у меня на канале есть и другие, тоже очень вкусные рецепты оладий. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовые оладьи подаем на стол горячими. Оладьи с сырной начинкой получились очень вкусные, ароматные и сытные. Нежное тесто и много сырной начинки – это настолько вкусно, что оторваться просто невозможно. Если вам понравился рецепт таких оладий, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.